Что может быть потрясением больше, чем прощание двух глобальных икон, снятые тайно фанатскими камерами, но оставшиеся без официальных разъяснений в течение нескольких дней? Звездочка, обычно ли это личный момент между двумя старыми друзьями, или нечто большее, что HYBE пытается скрыть? И почему расставание сопровождалось слезами, крепкими объятиями и застывшими выражениями лиц, которых прежде никогда не видели у Чингука и Тэхёна? На видео видно, как Чингук крепко обнимает Тэхёна, его глаза выглядят опухшими, а Тэхён пытается улыбнуться, несмотря на явную печаль на лице. Ни одного слова. Ни одного объяснения. Ни пресс-конференции. Ни официальных постов. Была только тишина до тех пор, пока HYBE, спустя 3 дня глобального волнения и спекуляций, наконец не выпустила заявление, которое лишь усилило тревогу фанатов. HYBE назвала это личным прощанием и заявила, что никаких крупных изменений не происходит. Но заявление не отвечает на главный вопрос. Почему Чингук, похоже, плакал, когда прощался с Тэхёном? Почему они избегали СМИ и даже не помахали, как обычно? Почему в их последних публикациях ни один из них не упомянул имя другого? Фанаты, особенно ARMY, следящие за динамикой отношений Чингука и Тэхёна более 10 лет, не могли принять столь краткое и формальное объяснение. Они требуют прозрачности. Они требуют правды. Связано ли это с окончанием их эксклюзивного контракта с HYBE? Или с планами на сольную карьеру, или даже со сменой агентства? Подозрения усилились после сообщений южнокорейского издания «Диспетче», в которых утверждается, что расставание произошло после закрытой встречи между участниками BTS и старшими руководителями HYBE. По словам источников, во время встречи возникли резкие разногласия между агентством и несколькими участниками, включая Чингука и Тэхёна, по поводу будущего направления группы после завершения службы. Более того, утверждается, что Чингук сказал: «Я хочу дистанцироваться и переосмыслить себя», заявление, которое резко контрастирует с образом единства BTS. Если эти сообщения правдивы, то, возможно, эмоциональное прощание — не просто расставание, а конкретное проявление идеологического разрыва между верностью BTS как группе и поиском личной идентичности в индустрии. Осторожное заявление HYBE лишь усилило подозрение, что компания пытается сдержать взрыв общественного мнения. Они не отрицают наличие важных встреч, но и не подтверждают возвращение BTS в полном составе после службы. Вместо этого они упомянули, что каждый участник волен развивать личные проекты, что, по мнению аналитиков, звучит как завуалированное прощание. Дополнительное напряжение внесло закулисное видео со съемок фотосессии, где взаимодействие между Чингуком и Тэхёном было гораздо холоднее обычного, никаких шуток, касаний, даже взгляда. Момент, которого ждали поклонники Тикук, был наполнен молчанием и профессиональной дистанцией. Неужели BTS действительно приближается к внутреннему расколу? Было ли прощание настоящим отражением конфликта, который до этого только шептали за кулисами? Эти вопросы невозможно закрыть одним пресс-релизом. Речь идет не просто о двух друзьях, расставшихся на время, а об эмоциональном фундаменте одной из самых влиятельных групп в истории музыки, который, кажется, серьезно пошатнулся. Аналитики K-pop также начали высказываться. Ким Йон Джин, эксперт по корейской попкультуре, заявил: такие моменты нельзя воспринимать как должное, особенно между близкими участниками группы. Он также добавил, что HYBE находится в сложной позиции между сохранением имиджа группы и признанием, что участники могут иметь собственные мечты и направления. Многие фанаты выкладывали видео, где они плачут, умоляют о разъяснении и даже чувствуют себя преданными из-за молчания агентства. Некоторые считают, что все это — часть эмоциональной манипуляции, чтобы продвинуть чей-то сольный проект. Ситуация становится еще сложнее, учитывая, что HYBE уже обвиняли в сокрытии важной информации. Когда всплывали темы давления и психического состояния участников, компания тоже долго молчала, прежде чем выпустить сдержанное заявление. Повторяется ли эта модель? А японские СМИ сообщили, что одно из крупных агентств готово предложить эксклюзивный контракт одному из участников BTS на сумму, превышающую $20 миллионов. Имя
которое называют Чон Чингук. Если это правда, то эмоциональное прощание в аэропорту может быть буквальным прощанием перед переходом в другое агентство. И если Тэхён узнал об этом первым, его эмоции на видео становятся абсолютно понятными. Это не просто потеря коллеги, а разрыв с человеком, который стоял рядом более 10 лет на передовой мировой фандомной сцены. Но до сих пор ни японская сторона, ни HYBE не дали официального подтверждения. Есть только слухи, мнения аналитиков и растущий общественный запрос на правду. И посреди всего этого остается главный вопрос – это просто временный кризис, или мы действительно наблюдаем последние главы эпохи BTS, которая казалась непоколебимой? Многие фанаты надеялись, что эмоциональный момент прощания был частью обычного перерыва из-за службы или личных планов. Но цепочка событий, последовавших за этим, делает такую версию все менее правдоподобной. Менее чем через 72 часа после распространения видео Чингук и Тэхён удалили некоторые старые посты из сетей, в том числе те, где были упоминания или фото друг друга. Это вызвало бурную реакцию в сообществе ARMY. Фанаты начали собирать хронологии, сравнивать поведение за последние месяцы и выдвигать самые смелые теории. Разлад. Анонимные аккаунты, якобы сотрудники HYBE, утверждали в соцсетях, что творческие разногласия между Чингуком и агентством начались еще в прошлом году. Чингук, по их словам, хотел больше контроля над своими музыкальными проектами, от выбора продюсеров до концепций и мест съемок. HYBE, известная централизованным управлением, не предоставляет такой свободы. Это привело к жестким и эмоциональным переговорам о новом контракте. Тэхён, известный как более дипломатичный, оказался между двух огней, поддержкой друга и сохранением группы. Один источник заявил, что Тэхён чувствовал себя разбитым и потерянным, когда Чингук заявила желание неопределенно отойти от деятельности группы. Если это так, то объятия и слезы были финальной точкой драмы, долго скрывавшейся от публики. Обычно HYBE могла бы пережить кризис с помощью аккуратного пиар. Но сейчас стратегия не сработала. Причина – не только удар по репутации, но и угроза массового ухода фанатов. Особенно сильно это затронуло поклонников Тикук, эмоционального дуэта, символа близости внутри BTS. Для них это не просто прощание. Это ощущение обмана из-за отсутствия честности с самого начала. Форумы вроде Теку и Нати Пен заполнились резкой критикой HYBE за манипулятивность. С другой стороны, некоторые фанаты призывают не вмешиваться в личную жизнь участников. Но сам факт этих дебатов говорит о многом. Связь между артистами и фанатами в К-поп давно перестала быть просто музыкальной. Это целая социальная система.